Сегодня многие сознательно отказываются от высшего образования. Мол, построить карьеру и зарабатывать деньги можно без университетской корочки. Однако поклонников идеи отменить учебу в школе гораздо меньше. Все понимают, что именно школа, среднее образование не только закладывает в наши головы основные факты, но и учит нас вести себя в обществе, дружить и работать командой. Однако расписание современной российской школы вызывает вопросы уже многие годы. С одной стороны, участники перегружены, с другой, родители все чаще подают голос, что дети выпускаются совершенно не готовыми к реальной жизни. При этом они напичканы бесполезными теоремами. Может быть, стоит все-таки изменить учебные планы. Сегодня поделимся нашими идеями, какие предметы стоит добавить в программы школ России, а вы можете согласиться с нами или нет в комментариях. Меня зовут Егор Еремеев, я являюсь сооснователем компании SMAPS, которая занимается международным образованием, которая сотрудничает с более чем 1000 учебными заведениями в 40 странах мира. Только в 2019 году я посетил более сотни учебных заведений на 4 континентах, и видео оттуда вы можете видеть у нас на канале SMAPS Education. Я и представители нашей компании не просто знакомимся с учебными заведениями, но мы детально разбираем и смотрим, какие нововведения есть в зарубежных учебных заведениях, какие методики преподавания, какие профессора преподают и что делается для того, чтобы образование детей делать максимально эффективным и интересным. Так вот, возвращаемся к нашей теме и к предметам, которых, на наш взгляд, не хватает в наших учебных заведениях. Хочу обратить внимание, что это предметы, не требующие каких-то инноваций, технологий, каких-то сверхъестественных вложений в учебные заведения. Риторика. Умение говорить красиво, связно, презентовать себя, договариваться во время конфликта, защищать свою точку зрения. Все это бесценно. Современные дети мыслят клипово, короткими, а иногда и не связанными отрывками, поэтому и понять их очень сложно, и часто сделать это можно с большим трудом. Усугубляет ситуацию и формат АГЭ с ЕГЭ. Он тестовый, так что искусство рассуждения и доказательства пропадает. И, конечно же, надоевшая зубрежка — основной метод преподавания в российских школах. И социальные сети со смайликами и гифками вместо 1000 слов. А мир-то давно шагнул в цифровую эпоху, данные сейчас достать легко, как никогда. А вот подать информацию под правильным соусом надо еще уметь. Риторика поможет не только лучше усваивать школьную программу, но и стать тем, кто умеет увлечь аудиторию одной силой слова. Она поможет сгладить любые конфликты, продать себя как хорошего специалиста, выбить стипендию, грант или стажировку в будущем. Не только в вузах, но это можно сделать и в компаниях, и, конечно же, карьера будет идти гораздо лучше. Ребенок, который освоит риторику, без труда владеет деловым стилем общения, легко проведет любые переговоры и выступления. Думаю, польза этого предмета очевидна. Следующий предмет — логика. Справедливости ради заметим, что в СССР предмет преподавался, но канул в лету. А ведь именно логика научит мыслить связно, внятно, ясно, научит не пугаться сложных задач без однозначных решений, поможет анализировать разные факты и, в конце концов, научит думать самостоятельно. Логика пригодится не только в точных науках. Способность анализировать и систематизировать данные, находить неочевидные решения, навык сосредоточенности поможет ребенку абсолютно любом деле. Особенно важной логика кажется в связи с засилием ЕГЭ. Дети разучились рассуждать, они умеют решать только тесты, в которых нужно тыкнуть один вариант из предложенных. Готовые, сделанные кем-то выводы, заранее известные решения, невозможность удержать внимание. Опять же, клиповое мышление, все эти проблемы поможет решить как раз логика. Еще один предмет — астрономия. Можно изучать как добавочный курс к физике. Отдельно мы дисциплину вводить не предлагаем, все-таки количество часов в школе ограничено, да и наука не самая простая. Но вот вернуть астрономию к физике вполне. Астрономия ясно покажет, насколько велик мир, каково наше маленькое место во Вселенной. Это способность дать на мир научный взгляд. Настоящая прививка от религиозного фанатизма, научного мракобесия и всех этих рептилоидов с РЕН-ТВ.
Экология как добавочный курс к биологии. Ни в коем случае не ОБЖ. Экология в современном мире тренд, который трудно, да и не нужно игнорировать. Курс, вплетенный в программу биологии, может объяснить детям, как опасно общество потребления, как и зачем можно вести более здоровый экологичный образ жизни. Тогда дети вырастут с пониманием, что каждый может внести свой вклад, а не будет думать, ну, выброшу я здесь банку, подумаешь, от одной жестяной банки ничего не случится. Информационная безопасность и гигиена. Нам уже не отвертеться. Технологии все крепче проникают в нашу жизнь и отказываются от них разве что Амиши да Герман Стерлингов. Чтобы не оказаться героем черного зеркала, нужно дать детям понять, как работать с технологиями и информацией, как защищать себя от кибератак и буллинга, как научиться фильтровать окружающее информационное поле. Вы знали, что объем информации, которую мы сегодня потребляем за сутки, в 18 веке человеку хватало почти на неделю? Так мы сможем научить детей защищаться от интернета и его негативных влияний. Не теряться в потоке данных, а уметь находить и анализировать только нужное, аккуратно вести себя в соцсетях, здравомыслие против навязчивого маркетинга. Психология. Конечно, на базовом уровне. Никаких гештальт-терапий. Возрастная и личностная психология поможет детям найти свое место в мире, особенно в современном, где даже традиционные гендерные роли и гендеры в целом пошатнулись. Уроки психологии помогут наладить отношения с друзьями, первыми влюбленностями, семьей и с самим собой. Преодолеть комплексы, предотвратить травлю и трагедии в школе. Конечно, занятия должен вести профильный специалист, а не учитель на совмещении. В идеале штатный школьный психолог. Кстати, 44% старшеклассников уже голосуют за введение психологии в общий школьный курс. И на наш взгляд, психология — это на данный момент очень недооцененный предмет. Половое воспитание, возможно, как часть биологии или психологии. Подобный курс стоит проводить среди старшеклассников, и хватит уже верещать о том, что это развратит молодое поколение. Донеся подросткам информацию об особенностях созревания женщин и мужчин, мы сможем преодолеть проблему подростковых беременностей, заболеваний, передающихся половым путем, дадим возможность детям преодолеть свои комплексы и страхи. Ответим на все те вопросы, которые они стесняются задать родителям. По недавним опросам даже ученики в 8-9 классах, не говоря про 10 и 11, высказались за введение этой дисциплины 63%. Но здесь важно не скатиться в морализаторство, осуждение и тем более осмеивание. Такие уроки должны проводить грамотные профильные специалисты, которые научат быть бережными к своему телу и психическому здоровью, разъяснят вопросы пола и гендера. Профориентация как часть психологии. Она наконец-то должна стать обязательной и структурированной. А то получатели аттестатов и баллов ЕГЭ так до конца не понимают, кем они хотят стать. Нужно приглашать специалистов с психологическим образованием, проводить тесты на типы личностей, склонности, интересы, приглашать для презентации профессий разных интересных представителей. Можно даже сходить на ярмарку вакансий. Здесь очень хороший пример есть у меня выпуск про трудоустройство в Швейцарии, когда проходит в зарубежных вузах, организуются мероприятия, посещают это мероприятие огромное количество работодателей и студентов. Посмотрите, на мой взгляд, очень интересно пример, как это проводится за границей. Ссылочка, конечно же, в описании к данному ролику. Большой плюс для школ в отдаленных регионах и маленьких поселениях — это возможность сделать это дистанционно с помощью видеосвязи. Это один из плюсов дистанционки. Здесь всем любителям критиковать дистанционное образование. Да, можно его критиковать по делу, но не нужно забывать, что в нашей стране огромное количество регионов, отдаленных регионов, куда реальные специалисты, профессора не могут приехать, где трудоустройство очень ограничено. И для таких людей обучаться по дистанционной видеосвязи — это глобальное решение проблемы. Основы медицины или основы первой
помощи. Несправедливо, что мы узнаем о том, как распознать сердечный приступ из картинок в соцсетях, а не в школе. Учиться на врача вы, может, и не пойдете, но с человеческим здоровьем дело будете иметь на протяжении всей жизни. Это именно медицина, а не курс ОБЖ. Это разные вещи. Ребенок должен знать, чем отличается насморк от первых признаков гриппа и ангины, как помочь пострадавшему однокласснику, как обработать ранку. Старшеклассникам уже может быть полезно учиться оказывать помощь захлебнувшимся, попавшим под действие тока и так далее. Такой курс может охватывать и более теоретические стороны, например, почему нельзя лечить антибиотиками все подряд, ставить себе диагноз по интернету, как предохраняться и так далее. Тем более в современном постпандемийном мире дисциплина должна стать чуть ли не номер один. И, конечно же, такого рода предмет поможет детям, студентам быть готовыми и не терять сознание при каком-нибудь уколе. Основы экономики и финансовой грамотности. Тут ситуация чуть полегче. Некоторые школы уже проявили инициативу и вводят этот предмет. Вы можете и не заниматься высшей математикой, но вести дела с деньгами будете точно. По данным только 2017 года, 57% россиян, это более половины, имели непогашенные долги. 63% вообще не имели никаких накоплений. Пора менять эту ситуацию и начинать стоит с наших же детей. Младшим школьникам можно рассказать историю появления денег. Как раз интересно, на мой взгляд, дополнится общий курс истории. Плюсы накоплений. Можно потратить сейчас на чупа-чупс, а можно подкопить и купить потом игрушку. Объяснить финансовую ценность привычных для них вещей. Пенала, рюкзака. Уже с 5 класса полезно будет объяснить, как копить и тратить карманные деньги. А в старших классах можно касаться вопросов налогов, инвестиций, кибервалют и, конечно же, правил безопасных сделок и защиты прав потребителей. Интересно, что отовсюду мы слышим о низком уровне достатка российских граждан, но при этом большинство из нас понятия не имеет, как правильно этими деньгами пользоваться. Во многих учебных заведениях за границей еще в школе дети начинают учить ведение бизнеса, предпринимательство, финансы и инвестиции. И к моменту поступления в вузы школьники уже имеют какие-то определенные знания по распределению этих финансов. Правоведение как часть обществознания. Эта дисциплина должна быть максимально тесно связана с реальной действительностью. И в этом ее беда. Достичь актуальности учебников и знаний педагогов может быть сложно. Но ведь очень важно объяснить детям, почему опасно пользоваться пиратским продуктом, книгами, играми, фильмами. Как распознать незаконные публикации. Как не дать работодателю, пусть даже и временному, себя обмануть. Как вести себя на улице, чтобы не попасть на административку и прочее. Если вам понравилась данная тема, поставьте этому видео лайк, это помогает в развитии нашему каналу. Если вы с чем-то согласны или не согласны, пишите об этом в комментариях, нам важно знать ваше мнение. И, конечно же, подписывайтесь, если еще не сделали этого, впереди у нас много всего интересного из мира международного образования.